Всем привет, ребяточки! Привет! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. Мы продолжаем посещение острова Хайнань, показываем вам самые интересные места. И, как вы видите, сейчас нас ждет парк юрского периода, парк с динозаврами и много всего интересного. Погнали! А еще в этом выпуске мы отправимся на новое шоу, которое открылось здесь, на Хайнане. Складывается ощущение, что это затонувшая Атлантида. Опа! Вот так начинается наш день. Выходим из нашего кондика, который вам уже показывали. У Лизы после вчерашнего дня, посмотрите, что на спине. О, баночки волшебные. Болит спина, да? Такое чувство, как будто меня избили. Вот так мы каждый день выходим, берем с собой все, что нам нужно на целый день. Такие, там, воду. Лиза берет с собой одежду, чтобы ее сменить, чтобы фотки в Инстаграм какие-нибудь классные сделать. И идем к нашему скутеру, уже новому, потому что мы заменили, как вы помните. Вот так вот выходим из нашего кондика. Тут такая вот атмосфера на фоне гор. И стоит наш скутер. Так каждый день у нас выходим, садимся, едем. Еще у нас очень классные номера. Я не знаю, кто их сюда вешал, но они, видите, перевернутые. Как тут хорошо, мягенько сидеть. Чтобы вы понимали, друзья, у нас сейчас завтрак. То есть сейчас время час дня, мы просто сегодня очень поздно встали, поэтому мы завтракаем в Макдаке. Получилось у нас 58-50 юаней, это вот кола. Лиза взяла себе Биг Мак, а я взял себе нечто другое попробовать. Смотрите, называется, в общем, немецкий бургер, потому что там 2 котлеты и еще, видите, есть 2 сосиски вот такие с сыром, там, с соусом. Ни разу такого не пробовал и ни разу не видел, у нас в России такого вообще нет. Ой, вкусно. Сосиски придают такой пикантности. А Лиза не изменяет себе, она просто берет Биг Мак. Макдональдс в Китае очень вкусный, очень свежий бургер. Мы сейчас едем по дороге, которая уходит, грубо говоря, в центр острова Хайнань. Но, к сожалению, друзья, в этом сезоне мы вам сможем показать только туристические Хайнань. То есть такие бухты туристические, где все купаются, пляжи. А вот уже остальной Хайнань, где всякие дикие деревни, где там местные жители со своими обычаями и устоями, мы не сможем показать. Но нам Хайнань уже понравился и вообще, в принципе, Китай. И мы, скорее всего, уже потом сюда приедем еще раз, но уже поедем не по туристическим местам обязательно. Мы ни разу не были в Китае, это наш первый раз, мы боялись сюда ехать, вообще ожидали совершенно другого. Я понимаю, что мы сейчас находимся не в самом Китае, это зализанный, как бы, грубо говоря, туристический остров для китайцев и для просто туристов. Нас ждет еще очень много приключений в самом Китае, но нам здесь уже безумно нравится. Я думаю, что мы сюда приедем еще не раз. Не на остров Хайнань, а вообще, в принципе, в Китае, будем по нему путешествовать. Вот это неожиданность. Кажется, туннель по курсу. Друзья, мы сегодня отправились в национальный парк рисовых террас. Называется он вот так вот Падди Филд. Но здесь еще есть ресторан, который тоже называется Падди Филд Seafood. Давайте посмотрим, что там будет. Очень красивые такие въезды. Я пока ехал, вот мы сюда добирались, на минут 20 на скутере ехали. Дороги космос вообще, такие ровненькие, шикарненькие. Движение слабо, едешь, кайфуешь. Рисовые террасы и такие классные кубы из бетона с китайскими иероглифами. Припарковались мы вот здесь. Как видите, мало людей вообще, никакого ажиотажа. Фонарики китайские. Пойдемте смотреть парк. Сегодня у нас Лизончик гипнотизерша. Смотрите, какие штанишки. Они гипнотизируют. Все, я зомбирован, я иду за тобой. Я иду за тобой в парк, я зомбирован. Ну и вот, название еще раз. Падди Филд National Park. Это уже, получается, второй парк, который мы посещаем на этом острове. После олень повернул голову. И у них все входы так сделаны цивильно. Прям вот заходишь и сразу понимаешь, что здесь тебя ждет что-то грандиозное. Посмотрите, какие архитектурные сооружения. И вот сейчас прямо перед вами весь этот национальный парк. То есть, грубо говоря, это огромное количество вот этих маленьких рисовых террас, соединенных вместе. И там есть тропинки, по которым можно погулять. И на этих тропинках установлены гигантские динозавры. Здесь находятся кассы. Значит, по ценникам, смотрите, ребята, у нас Лиза сейчас вышла за вход, получается, с человека по 75. А еще, видите, есть какое-то шоу. Оно стоит 228. Но мы что-то на шоу решили не идти, потому что как-то дороговато. Заходим, это главный вход с таким большим экраном. Вообще цивильно так все сделано. На кассе, там вот зал. Этим Китай очень радует, что ты вот заходишь в каждое место и понимаешь, что здесь все сделано для туристов, для людей. Чувствуешь себя комфортно. А еще здесь, так же, как и в парке, где олень повернул голову,
автобус есть. Автобус стоит 40 местных за одного человека. И мы решили тоже без автобуса поехать. Пешком пойдем, да? Жир сжигать. А вам приятной поездки. Все, мы заходим уже в парк. Вот мы идем, получается, вот по такой тропинке. А здесь уже ездят автобусы. Тут, видимо, такая система орошения, которая все эти поля с цветами снабжает водой, соответственно. И, видите, можно прям по мостику перейти и там пофоткаться, погулять в этих полях. Здесь вообще классные фотки должны получиться. Можно куда-нибудь туда встать. То есть заходишь прямо в поля, здесь гуляешь. То есть, видимо, есть вот такие поля с цветами, а есть еще рисовые поля. И фотки крутые будут получаться. Смотрите, как много, видите, цветов. Целые плантации. Вот место, ради которого мы приехали. Называется оно Динозавр Трейл. То есть прогулка среди динозавров. Всего здесь 323 модели динозавра и 277 видов. Обалдеть. Вот такая тропинка деревянная. И вы по ней идете и гуляете по парку юрского периода. Очень много динозавров. Они каждые 10 метров. Маленькие динозаврики, видите, сначала начинаются. А потом в конце нас ждут самые огромные, гигантские рексы, опасные звери. Круто, да? Да, прикольно сделано. Очень классно. Необычные рисовые террасы, а динозавры. Мы прошли буквально, не знаю, метров, наверное, 150. Я уже в полном восторге, потому что, посмотрите вот сюда, нам еще идти бесконечно. Они все еще выше и выше, а многие даже двигаются. Вот, смотрите, у него голова двигается. И даже звуки издает. Рекс ожил. Хотели бы, чтобы была машина времени, которая вас принесет обратно на 1000 лет назад, и вы такие оказываетесь абсолютно одни, и перед вами такой динозавр стоит. И через секунду вас сжирает. Дети не боятся. Подходят к динозаврам с бронебойным панцирем. Но этих вы знаете. Они травоядные, они огромные, но они самые безобидные, наверное, динозавры, которые существовали. А он не просто здесь стоит. Он стоит и охраняет яйца, из которых скоро вылупятся вот такие же гиганты. Есть еще вот такие вот зоны, в которые можно зайти, оказаться в тенечке, немножко отдохнуть и пойти смотреть на новых динозавров. Вот этот, походу, самый гигантский. Смотрите, какой он высокий. Можно вот сюда даже подойти, чтобы вы поняли размеры. Вот его нога. Кстати, знаете, в чем прикол? Все динозавры очень мягкие, их очень приятно трогать. Подходите к любой ноге. Видите? Можно даже побоксировать спокойно с этими динозаврами. И вот такой материал у всех динозавров абсолютно. Вот, например, вот этот красавчик. Подходим, смотрите. Видите? Очень мягкие. Еще есть вот такие вот пульты. Видите, мальчик стоит. Можно звуки издавать, можно лапы поднимать. Разными частями двигать динозавра. Давайте прогуляемся под Рексом. Что там он? Ё-моё, ну и запашок здесь, ребята. Вот это он навалил. Уносим ноги. Ты что, аллея обосранцев, что ли? Не помню, тоже наложил кучу здесь. Я уже очень устал и вспотел. Смотрите, вон оттуда мы начали свой путь далеко-далеко. И, грубо говоря, еще столько же можно пройти вон туда вдаль. И там столько же будет динозавров. И также можно зайти в рисовые поля. Вот здесь китайцы. И посмотреть, как они собирают рис. Вот там вот ребята прям в воде стоят, видите, в сапогах. Достают рис и вот отправляют на таких штуках сюда. Эти ребята тянут. Вот. Таким образом добывается здесь рис в Китае, вот на этих полях. Как-то он странно добывается. Они, видела, в каких-то горшочках с водой стоят. Может, они их пересаживают, да, наверное. Вот китайцы дают. Они меня шокировали еще больше, когда я дошел уже до сюда. Вот, можно на этих автобусиках передвигаться. То есть мы с вами начали вон там, далеко-далеко. Я думал, что вот сюда мы дошли до конца поля, и типа это конец, и мы сейчас по этой дорожке, где машинка едет, пойдем обратно. Но не тут-то было. Оказывается, если посмотреть еще вот сюда, здесь еще одно такое же поле, и вон там, видите, до самых гор стоят динозавры. Вот они вообще отжигают по полной программе. Поэтому сюда обязательно приходите, это круто. А тут тоже прикольная аллея, потому что здесь только большие динозавры. У них у всех шея вытянута вверх, она прям в небо уходит. Вот он стоит такой, у-ху! Крутяк, да? И даже на секундочку идешь и такой думаешь, блин, а не сожрет ли он сейчас тебя? Они все так реалистично выглядят. Вот такие огромные, смотрите, леопардовые динозавры. Но тут самая крутая зона, потому что, смотрите, динозавры, они стоят на траве. Ты туда спускаешься, такое ощущение, что они такие все живые, там втроем стоят и на тебя смотрят. Здесь можно пощекотать себе нервишки и подойти к этим 3 гигантам вплотную. Это вроде безобидные, да, травоядные такие. 3. С длинными шеями. Мы перешли на другую сторону, параллельно вон той дороге, и здесь зона уже китайских динозавров. Динозавры, которые тысячи лет назад жили на территории Китая.
понравились съемки с воздуха? Классно вообще полетали, да? Круто было. Все, собираем. Тут уже собралась целая семья местных. А знаете почему? Потому что здесь тенек, видите. Во всем парке очень жарко. Мы здесь зашифровались, запустили квадрокоптер, все сняли. Классно, у Лизончика смотрится спина такая, синяка, как будто я ее избиваю. А это она на банге сходила. И мы сейчас уже возвращаемся обратно вот по такой потрясающей, живописной дорожке. Здесь, в принципе, вообще приятно гулять. Не просто какой-то парк, знаете, динозавров парочку штук поставили. Здесь все цивильно сделано. Ты идешь, вот эта дорожка, она бесконечная. Везде эти вот бортики стоят деревянные, цветочки растут. И когда вы по этим тропинкам ходите, смотрите, что еще можно увидеть. Можно увидеть разные сорта риса, которые выращиваются здесь, в Китае, и в частности на острове Хайнань. Мы прям нагулялись, лишний жирок сбросили. И вот красивый выход. Заканчивается на этом наш парк. Мы такие вышли, думали, весь парк посмотрели и поняли, что, ребята, смотрите-ка вы его сами. То есть мы вот сюда вошли, и мы, грубо говоря, прогулялись где-то вот здесь, вот по этому квадрату, вот так мы прошлись. А теперь, внимание, мы с вами отходим. Офигеть, да? То есть здесь, по идее, можно было бы взять и автобус, чтобы все это дело успеть посмотреть, потому что пешком такое огромное количество невозможно обойти. Много всего, и цветы, и всякие там овощи выращивают, всякие вот такие тропинки, так что приходите, гуляйте, вон пруды, классно. А Лизончик у меня переодевается прямо на ходу, такая. В парке погуляла, сейчас она уже готовится к ночной жизни, такая уже сверху кофточку одела новую, которую вчера мы прикупили. Смотрите, она такая маленькая, видите? Такая вот, здесь видно пузяку. О-ла-ла! Вот это туз! Сочный, мощный. Ты как спиди-гонщик, Лиза. Поехали. Вот дорога напоминает очень сильно Тунис или Марокко. Даже не знаю, такая пустынная зона. Пальмы такие необычные. Обычно на Хайнане все такое зелененькое, а здесь прям пустыня. Но китайские надписи говорят о том, что мы все-таки в Китае. А так здесь на Хайнане вот такая вот гладкая, ровная дорога. И справа есть специальное место, даже на магистралях, на трассах, на скоростных дорогах, где можно ехать на скутере. Это очень удобно, едешь и не переживаешь. Просто едешь, наслаждаешься красивыми видами. Сейчас мы проезжаем мимо китайской школы. Видите, очень много людей на мотоциклах. Это родители приезжают за своими детьми. Вот такая вот атмосферка здесь. Полиция охраняет, чтобы, видите, никто никого не сдавил. Ну, кстати говоря, друзья, вот насчет скутеров. Здесь очень мало туристов, которые передвигаются на скутерах. А если передвигаются, то они только ездят по Дудунхаю, там, да, по кафешечкам. Вообще здесь, я вам скажу честно, самое опасное движение из всех стран, где мы были. То есть вроде бы все медленно едут, но они все непредсказуемые. Ты едешь и резко, они когда выезжают на автомобилях, например, ну вот у них поворот, например, на главную дорогу, да, они не смотрят, и они никогда не показывают, поворотники не включают, очень опасно. Я все время, у меня 5 глаз, 2 на затылке, 2 спереди, в ушах глаза, очень нужно внимательно ехать. Короче, я, если честно, вам здесь байк брать не рекомендую, особенно если вы приехали по путевке, просто отдыхайте. Если вы хотите, конечно, увидеть остров по максимуму, много мест посмотреть своим ходом, да, лучше брать байк. Ну, как уже говорили, автомобиль здесь в аренду не дают. Просто можете взять трансфер и купить билет на достопримечательности прямо у китайцев в любой лавке. И это, в принципе, будет стоить не так дорого, это будет дешевле, чем такси. Ну, конечно, дороже, чем байк. А если уж совсем хотите сэкономить, то можно ехать на автобусе. А после динозавров можно спланировать свой день так, что вечером вы после динозавриков собираетесь и едете в курортно-развлекательный комплекс Атлантис. От динозавров совсем недалеко, и вот он прямо сейчас у нас перед глазами, мы уже подъезжаем. Это главный въезд. Такая здоровая манта летает здесь. Здесь хоть и главный въезд, но нас сюда не пустили. По-любому у такого дорогостоящего комплекса есть отдельный вход для нищебродиков. Специальный, понимаешь? Спроектирован данный комплекс на основе легенды об Атлантиде, затерянном городе-государстве. Вот мы сейчас идем внутрь, попробуем попасть. Вообще мы сюда приехали на вечернее шоу. Соответственно, здесь находится сам корпус отеля, то есть сюда можно заселиться. Мы посмотрели цены. Цены, конечно, не бюджетные. От 300 баксов это самые бюджетные номера, а там еще есть какие-то номера императорские, стоят 15 тысяч долларов за одну ночь. На территории этого развлекательного комплекса есть еще аквапарк огромный. Посмотрите, какой он крутой. Гигантские горки вот здесь. Мне очень нравится вон та горка. Как будто бы такая египетская пирамида. И прям сверху вылетаешь с огромной скоростью, летишь вниз. Все, конечно, показать не могу, потому что нужно зайти, заплатить денежку. То есть, в принципе, вы можете сюда приехать на весь день,
весь день днем купаетесь, загораете здесь в аквапарке, а вечером на шоу. Или как мы сделать по нашей программе. Многие подписчики нам вообще написали, что за самый ужасный аквапарк ни в коем случае туда не ходите. Слушайте, с первого взгляда очень круто там. А если вы были, можете написать в комментариях, стоит ли туда пойти. Аквапарк называется Aqua Venture Atlantis. Вход в аквапарк стоит 358 юаней с человека, но постояльцы отеля могут неограниченное количество раз посещать аквапарк и океанариум. То есть здесь океанариум, аквапарк и еще шоу, на которое мы вечером пойдем. Смотрите, какие мишки классные. Атлантис. Ну, сувенирку они, конечно, классно проработали, много всего интересного. Представляете, сколько денег ребята зарабатывают, чтобы еще и вот такую сувенирку делать, именную свою. Страшно подумать, что можно с этой рыбой делать. Там очень глубоко. Нет, тебе не хватит. Это китайцы придумали, да? Ничего такого, я бы такой купил, кстати. 168. Подарить тебе на 23 февраля. Следующий год. Мы купили вход в океанариум, 198 юаней. Здесь, видите, на входе есть такая труба, в которой можно посмотреть на рыбок и, в принципе, загореться желанием и отправиться внутрь. Вот вход, называется этот океанариум Lost Chambers Atlantis. На заднем фоне одна из немногих комнат. Они все сделаны в своем стиле, здесь своя подсветка. По кругу очень много аквариумов, там разные рыбки красивые, морские коньки. Вот такие рыбки неизвестные вообще, похожи на какую-то медузу, первый раз такое вижу. В каждом маленьком аквариуме много рыбок и есть какая-то декорация, причем везде они разные декорации. И глядя на эту декорацию, сразу понимаешь, что речь идет об Атлантиде. Это как заставка на рабочий стол, можно стоять и вечность просто смотреть на этих медуз красных. Конечно, атмосфера здесь действительно создана, как будто бы затерянная Атлантида, затонувшая. Мы по ней сейчас гуляем. А здесь посмотрите, что это огромный аквариум. Действительно, там вообще на дне как будто бы какой-то космический корабль лежит, как затонувшая Атлантида. И внутри плавают гигантские белуги. Посмотрите, какие они красавчики вообще. Так прямо хочется дотронуться. Очень прикольная система. Смотрите, наверху находятся датчики. Это, герои Атлантиды. И ты подходишь, вот видите, у Лизы девушка, она с ней еще разговаривает. А у меня мужичок, он стоит на месте. Я сейчас к нему подойду, смотрите, подхожу, и он со мной начнет разговаривать. О, видите? А вот это, походу, самый гигантский аквариум, который есть на территории этого океанариума. Это вообще шедевр. Вот там, глядя даже на то, что находится на дне, складывается ощущение, что это затонувшая Атлантида.
Ну и последнее, это тот же самый большой аквариум, мы на самой вершине, и со второго этажа можно посмотреть на затерянную Атлантиду. Вон там внизу все эти конструкции, обалденное место. Здесь причем не так все, знаете, много всего, все в одном месте и очень легко, быстренько смотрится. Вот буквально нужно полчасика и все посмотрел. Скаты красавчики. Кстати, при желании можно здесь же заказать снорклинг или дайвинг и поплавать прямо в этом бассейне среди всей этой многообразной подводной жизни. Акула в дайверском костюмчике. Прикольно. Океанариум очень классный. Он, конечно, не сравнится по масштабам с сингапурским, но очень красиво, просто обалденно. Так все сделано, знаете, новый классный аквариум. Советуем сходить. Ценник, конечно, недешево это все стоит, но очень рекомендую. Еще есть лайфхак, можно просто войти в этот отель. Мы вот уже вышли, получается, из океанариума. И здесь вот и находится ресторан. И прямо вы кушаете и наслаждаетесь подводным миром. Но будете видеть только эту часть. То, что внутри, вы не посмотрите бесплатно. Обалдеть. А вот и ресепшн этого отеля. Конечно, здесь пахнет роскошью. Настолько все круто сделано. Такой изящный дизайн, обалденский. Все, друзья, наступило время шоу. Само шоу называется «Морская история С». На входе проверяют наши билетики. Там, кстати говоря, места все забронированы конкретные. То есть нельзя сесть на любое место. Слушайте, мне уже нравится. Посмотрите, какой экран. В общем, вот здесь все это дело будет происходить. В общем, шоу это только начинает набирать свои обороты. Оно только запущено, ну вот буквально на днях. Лиза сейчас прочитает информацию, которую мы в интернете вычислили, потому что нет ни видео на ютубе, ничего не посмотреть, как вообще происходит это шоу. Но мы сейчас снимем, и вы будете все знать. Сцену разрабатывали специально с использованием новейших 3D-технологий, позволяющих зрителю погрузиться в сказочный подводный мир и узнать своего рода предысторию Аквамена. Главный герой — это Надя и Атлас. Рассказывает историю своей любви с нелегкими испытаниями, коварством и предательством, потерей трезубца силы, обретением веры и истинной любви. Чтобы вы понимали, это живой театр с огромным бассейном. Он оформлен лучшими иностранными и китайскими дизайнерами. Фэнтези-декорации стремительно сменяются, погружая зрителя в новые тайны Атлантиды. Этот театр вмещает 1800 зрителей. Он оборудован первоклассным освещением, акустикой, видеоэкранами и техникой для создания впечатляющих спецэффектов. Центральный бассейн сцена вмещает рекордный объем воды 7000 кубических метров, что значит 4 олимпийских бассейна. Во время представления в бассейне плавают русалки, аквалангисты, актеры в костюмах и самые настоящие дельфины. Перед началом шоу ходят вот такие ребята, клоуны, всех веселят. Лиза уже подготовила сразу. Вау!
нас шоу это прошло мгновенно, а мы здесь просидели целый час. Час идет шоу. На самом деле прикольно, красиво, но мне кажется, все-таки больше рассчитано на китайцев. Такое Все равно специфическое. все очень сложные элементы, все виды воздушных акробатов, водные шоу. Мне очень понравилось. Очень круто прям. Просто много всего видели. Если бы я до этого ничего не видел, не с чем было бы сравнивать. А так, да, прикольно. Также здесь еще есть огромный тематический парк, там всякие аттракционы. Все это открылось совсем недавно, мы не успеем все дело снять. Вообще, в принципе, очень прикольно, очень классно. Там куча видов этих акробатов было, да? Лиза в этом разбирается, я ни хрена не понимаю. Для меня это было просто обычное красочное шоу. Лиза говорит, ты чего? Там так сложно все это выполнять. Короче, я зажрался и нифига не разбираюсь. Все, ребята, лайк ставьте, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, там колокольчик нажимайте. Всех обнимаем, целуем, любим и до встречи в следующем выпуске. Всем пока. Пока. А нам сейчас ехать 60 километров. 30. Ты прибедняшка? 30 километров на скутере в темноте. Все, увидимся.